Всем привет! А на праздничный стол готовлю утку с яблоками, картошкой в пакете в духовке с очень простым соусом, медово-горчичным, но есть некоторые моменты небольшие, с которыми я с вами поделюсь, чтобы утка получилась у вас сочной, вкусной, ароматной. С наступающим праздником! Простой рецепт, а утка получается замечательная. Утка, мед, горчица, приправы и яблоки. Еще картошечку приготовлю, когда буду ставить в духовку. Ну и 5 зубчиков чеснока. Я люблю чеснок добавлять, когда использую мед и горчицу в соусах. Это получается очень-очень вкусно. Утку помыть, почистить. У меня утка на 2,5 килограмма, не такая большая, жирная. Израильские все утки небольшие, ведут здоровый образ жизни, поэтому достаточно подтянутые. Утку сначала перчу. Здесь у меня перец 4 сезона, можно взять только черный. Здесь у меня приправа для курицы, но здесь в основном перцы, паприка, копченая паприка и самое главное перец чили. Тоже вкусно вот с этой приправой. Солю и сразу же вот так вот натираю прям с этой стороны. И с обратной стороны также все проделываю. И делаю теперь соус. Медово-горчично-чесночный у меня. Можно чеснок исключить. Главное здесь мед и горчица. Чесночок вот надавила. 2 столовых ложки жидкого меда. Нет, я положу 3. Вот мне явно не хватит 2. Потому что вот для курицы хватает 2 столовых ложки. А вот все-таки на эту утку я сделаю 3. И 1,5 столовых ложки горчицы. У меня горчица дюжонская, злая горчица, горькая, которая, она сюда не очень подходит. Однажды я так делала курицу, и вот она чувствовалась, эта горечь, она здесь не нужна. Ну, это на мой вкус. И малюсенькую щепотку соли. Все просто хорошо перемешиваю. Слушайте, и не запланировано, мне так захотелось сюда добавить вот буквально половинку грейпфрута. Мне кажется, это будет так вкусно. Я ни разу грейпфрут не добавляла в этот соус, но вот давайте попробую. Половинку грейпфрута просто выдавлю. Или можно лимончик, но оно должно быть вкусно. Но я вот увидела у себя грейпфрут лежит между яблок, так добавлю. Но еще раз скажу, здесь главное мед и горчица, а уже чеснок и грейпфрут или лимончик – это уже по желанию. Но точно знаю, что будет вкусно. Все, на этом весь соус. Складываю утку в чашку и сейчас поливаю этим соусом и делаю хороший массаж утки. И смотрите, я ставлю утку на ночь. На несколько часов, но это минимум. Если у вас нет этого времени, можно и сразу поставить в духовку. Но у меня такой принцип. Если я делаю мясо в маринаде, то мясу, конечно же, нужно время напитаться этим маринадом. Без маринада просто мясо пожарить, сделать хоть в духовке, хоть на сковороде. Зачем этим заморачиваться? А маринаду нужно время впитаться. Все, накрываю пленкой и ставлю в холодильник. Ну и вот заговорилась с вами и совсем забыла, что я еще обкладываю яблоком. Яблоком, причем вот так вот нарезаю одно яблоко и просто сверху обкладываю, вот эти попки от яблока вот сюда вниз обкладываю с боков. Яблоко тоже отдаст свой маринад и улучшит тоже вкус мяса в конечном итоге. Опять же говорю, это дело вкуса, мне кажется, что это влияет. Все вот эти вот вкусы, они по чуть-чуть как-то влияют, поэтому чем больше вкусов, тем лучше. Но еще раз, это самый простой маринад, который очень вкусно получается утка, мед и горчица. Я еще добавлю к утке вот картошечку, вот такими крупными прям кусками порежу. С картошкой ничего особо не делаю, кроме приправы. Вот беру приправу для картошки, итальянские, французские травы можно взять в качестве приправы. Или даже приправа для курицы, тоже очень вкусно, картошка всегда получается. Там, где есть чеснок, паприка, розмарин, разные другие травки. Соль, перец. Сразу же солю, перемешиваю и отставляю.
Яблоки. Яблоки тоже нарезаю кусочками в хаотичном порядке, не очень большими. Ну, я вот такими вот обычно нарезаю. Тоже сразу подготавливаю перед тем, как достать утку. Духовку включила разогревать на 200 градусов. В пакет немножко кладу картошки. Утку вот так вот переворачиваю. И закладываю вовнутрь яблоки, не те, которые были на утке, я их положу сверху картошки, чтобы картошка была тоже вкусная, а яблоки, которые вот сейчас порезала. Кстати, у меня вот ровно 2 яблока сюда и хватило. Зубочистками, как обычно, за кожу соединяю, чтобы яблоки и сок не вытекал из утки. А ноги я свяжу кулинарной ниткой, чтобы придать красивую форму всей тушки. Просто вот шпагатом или кулинарную нитку использую. И вот такой вот бантик завяжем ей. Переложила в пакет яблоки, которые вот были здесь, тоже несколько штучек по краям покидаю для аромата. И картошку тоже с боков. Духовка сейчас у меня разогревается на 200 градусов. На первые полчаса я ставлю на 200 градусов утку. Потом убираю на 180 и 1,5 часа она у меня будет на 180 градусах. Вот этот сачок не выкидываю, потому что я им полью через 2 часа утку сверху, когда нужно будет сделать корочку. И еще я вот на картошку добавляю шалфей, 1 веточку и розмарина. Любая, какая у вас травка есть, тимьян, шалфей, розмарин. Всегда хорошо, но не на утку кладу, а именно на картошку. Картошка хорошо впитывает этот аромат. Завязала пакет, делаю несколько дырочек зубочисткой, чтобы воздух выходил и пакет не разорвало. Ну, штучек вот 5-6 таких делаю. Все, и ставлю в духовку полчаса на 200 градусов, на 180 градусов, еще 1,5 часа. Ну вот через 2 часа времени. Главное не обжечься. Уберу сейчас пакет. Проверю вот где-нибудь сбоку на мягкость. Да, она уже полностью готова. Отлично. Теперь вот возьму сок, в котором мариновалась утка, немножко ее вот так вот сверху полью, потому что здесь-то она у меня запеклась уже вон прям как хорошо, а сама грудка еще не румяная. И поставлю буквально на 10 минут еще в духовку. Выкладываю на блюдо, я выкладываю вместе с картошкой. Вот здесь вот у меня морковка и красная капуста и кальраби. Немножко вот так посыплю сегодня. Для украшения я уже буду резать на столе, разрезать утку, и яблоки уже на столе буду выкладывать. Сразу я этого не делаю. И немножко добавлю еще зеленого лучка. Все, и вот такое вот блюдо получается очень вкусное, новогоднее, на любой другой праздник подойдет. 2 часа в пакете, и утка готова. Всегда очень нежная, мягкая, сочная и ароматная. Маринад очень простой, но очень вкусный. Делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.